Все началось, как и любая другая археологическая раскопка. Группа израильских и американских археологов тихо работала возле забытого участка иудейских холмов. Никакого освещения в прессе, никакой официальной поддержки, только слухи о древнем свитке, намекавшем на скрытую камеру под руинами. Большинство считало, что это очередной тупик, пока их георадар не показал нечто неестественное. Под 30 футами камня и земли находилась огромная прямоугольная камера, идеально вырезанная, нетронутая, возможно, на протяжении тысяч лет. Форма, расположение, размеры – все совпадало с описаниями, найденными в библейских текстах. И тогда один из членов команды прошептал слова, которые никто не осмеливался произнести вслух. Неужели это ковчег? Они держали место в секрете, замаскировав вход в камеру, прежде чем правительство могло вмешаться. Но то, что они обнаружили внутри, было не просто древним, это было не похоже ни на что, что они когда-либо видели. А затем произошло нечто еще более странное, когда они открыли хранилище. Хранилище было запечатано известняковыми плитами, которые не трогали веками, а может и дольше. На то, чтобы вскрыть его, ушли часы. То, что они увидели внутри, заставило взрослых мужчин застыть на месте. Золотой сундук, примерно 4 фута в длину, 2 фута в ширину и 2,5 фута в высоту. Изысканно вырезанные фигуры с 2 крыльями на крышке. Никакой коррозии, никаких признаков разрушения. Только сверкающее золото, нетронутое временем. Когда один из археологов протянул к нему руку, все электронные устройства поблизости отключились. Никакого питания. Камеры перестали записывать, свет померк. Казалось, что сундук поглощает энергию. Некоторые из членов команды захотели немедленно уйти. Другие настаивали, что это просто совпадение. Они приподняли объект ровно настолько, чтобы подтвердить свои худшие опасения. Это была не копия. Это не был обман. И тогда они заметили надписи, выгравированные по основанию на древнееврейском языке. Но следующее открытие поколебало их веру во все, что они думали, что знают об этом артефакте. Внутренние стены камеры были покрыты странной черной сажей, словно что-то здесь яростно сгорело. Но ковчег остался совершенно нетронутым. На нем не было ни пыли, ни золы, никаких следов ожогов, будто он был защищен, пока все вокруг было уничтожено. Там были и кости, человеческие останки, несколько скелетов, все они были навалены у дальней стены. Некоторые были свернуты в позу эмбриона, другие вытянуты, словно в момент бега. Никаких признаков травм, только смерть. Внезапная и безмолвная. И тут один из археологов вспомнил старые истории о людях, которые прикасались к ковчегу и тут же умирали. Они всегда считали это мифом до этого момента. Команда покинула зал потрясенной, но когда они пересматривали одну из уцелевших аналоговых записей, то заметили нечто на пленке. Тихое гудение, почти как напев, который никто не слышал вживую. И это гудение навело на еще более жуткую теорию. В лаборатории ученые попытались проанализировать ковчег, но ничего не получилось. Ни рентген, ни химический анализ не сработали. Даже материалы не поддавались объяснению. Золотой сплав на поверхности не имел аналогов в современности, а под ним деревянная облицовка не соответствовала ни одному известному виду. Но самое странное, от него исходило слабое электромагнитное поле, постоянное, пульсирующее, словно сердцебиение. В последующие несколько дней все, кто прикасался к нему, начали испытывать странные симптомы. Яркие сны, кровотечение из носа, даже временная слепота. Один из мужчин рухнул посреди фразы, утверждая, что слышал голоса, поющие изнутри золота. Тем не менее, они продолжали работать, пока не приехало правительство, не остановило все и не забрало ковчег. Однако один из ученых успел скопировать часть свитка, найденного рядом, и этот цветок привел к открытию, скрытому гораздо глубже, чем кто-либо мог представить. В течение 24 часов после прибытия представителей правительства всю команду разделили, допросили и обязали подписать строгие соглашения о неразглашении. Лаборатории были обысканы, оборудование конфисковано, спутниковые снимки удалены. Казалось, будто этого места никогда не существовало. Один разоблачитель, техник по имени Дэниел Нокс, сбежал из страны и выложил в интернет зернистое видео. В нем он описывал, как солдаты сопровождали ковчег в ящик с облицовкой из свинца, на котором был только странный черный символ. На следующий день его аккаунт был удален, телефон отключен. С тех пор его никто не видел. Но незадолго до исчезновения Дэниел отправил сообщение другу в Иерусалиме вместе с копией древнего свитка. И то, что было раскрыто в этом свитке, заставило небольшую команду поспешить к месту, о котором раньше никто не думал. В
свитке упоминалось о втором тайнике под горой, где пали 2 храма. Это могло означать только одно – храмовая гора в Иерусалиме. Но никто никогда не осмеливался копать там. Политическая напряженность, религиозное значение и историческая важность сделали это место самым охраняемым участком земли на планете. Тем не менее, формулировка была однозначной. В свитке упоминалась палата зеркал под краеугольным камнем, запечатанная во времена Иеремии. Скандальный профессор из Тель-Авива, которого долгое время считали сторонником теории заговора, выдвинул эту гипотезу десятки лет назад. Никто не прислушался. До сих пор, используя подземную технологию сканирования, которую тайно доставляли по частям, команда провела обследование под горой. То, что они обнаружили, ошеломило даже скептиков. Пустоты именно там, где описывал свиток. Но было и кое-что еще – странное магнитное излучение, не похожее ни на что природное. Это магнитное поле вскоре должно было раскрыть еще одну давно забытую тайну, веками скрывавшуюся у всех на виду. Историки всегда восхищались некоторыми артефактами в Израильском музее. Странными реликвиями без установленного происхождения, просто обозначенными как ритуальные предметы или фрагменты храма. Но после того, как один исследователь сравнил символы из свитка с музейными записями, он заметил нечто странное. Артефакт, который долгое время считался просто украшением, позолоченная плита с выгравированными загадочными символами, совпадал с рисунком в свитке. Это было не просто украшение, а карта, указатель, направляющий прямо к подземной камере под Храмовой горой. Символы образовывали узор, звезду, поверх которой проходила извилистая тропа. Если проследить этот путь, он идеально совпадал со старыми туннелями эпохи крестоносцев, которые в основном были запечатаны. Это была не случайность. Это был зашифрованный путь к чему-то большему. И, как оказалось, этот путь уже был пройден загадочной группой, связанной с одной из древнейших легенд об ковчеге. На протяжении веков эфиопские жрецы утверждали, что ковчег был перевезен в Аксум. Охраняемая часовня там, известная лишь немногим, якобы хранила его под вооруженной защитой избранного стража, который никогда не мог покинуть это место. Большинство западных ученых отвергали это утверждение, но новые доказательства, найденные в свитке, связывали эту легенду с Иерусалимом, упоминая львиную ветвь, что бежала на юг, неся огонь небес. Эта львиная ветвь была известной отсылкой к Соломоновой династии. Что это означало? Ковчег был временно перевезен в Эфиопию, а затем тайно возвращен обратно. Фотографии из часовни в Аксуме показывали загадочный пустой пьедестал, окруженный следами ожогов. Там что-то было, и что бы это ни было, оно исчезло совсем недавно. Но зачем его вернули и кто это сделал? Скоро загадочное письмо от американского разведчика откроет следующую часть головоломки. В начале 1940-х годов секретная миссия привела группу союзных оперативников на Ближний Восток якобы в поисках культурных сокровищ стратегического значения. В их записях, рассекреченных лишь десятилетия спустя, упоминался необычный контейнер, найденный на раскопках в Египте, но так и не зарегистрированный ни в одном официальном музее. В документах постоянно всплывало одно имя – доктор Эмери Фостер, настоящий археолог и, по слухам, прототип Индианы Джонса. В его последнем отчете описывалось нечто жутко похожее на ковчег – золотое, радиоактивное и непригодное для транспортировки. Но вот в чем загвоздка. Отчет Фостера обрывается внезапно, последняя страница зачеркнута, местоположение засекречено, а сам объект больше о нем не упоминали. До тех пор, пока один вышедший на пенсию агент США, измученный тайнами, который больше не мог хранить, не отправил посылку журналисту в Иерусалиме. В той посылке были координаты и фотография, которая не могла существовать. Журналист Дэвид Леван сначала не поверил. Размытый полароид, на котором был изображен золотой сундук, окруженный людьми в защитных костюмах. На обороте фотографии была простая надпись «Синай, 1968». Рядом лежала карта с отмеченными кругами, один из которых совпадал с недавним радиолокационным сканированием под Храмовой горой. Левон действовал тихо, опасаясь перехвата. Он встречался с бывшими сотрудниками Моссада, археологами и даже бывшим архивариусом Ватикана, который видел похожие фотографии десятки лет назад. Согласно письму агента, ковчег перемещали как минимум 3 раза со времен Второй мировой войны. Но теперь он снова находился в исходной камере, по причине, которую никто не понимал. Они к чему-то готовятся, предупреждало письмо. К чему-то очень скорому. И как только Левон подумал, что разгадал тайну до конца, на его пороге появилась коробка с древними монетами без обратного адреса.
Монеты древними, серебряные шекели периода второго храма, но не музейного качества. Они были безупречны, словно их никогда не держали, не закапывали и не подвергали воздействию среды. Эксперты не могли объяснить. Рядом лежал обрывок пергамента с координатами, совпадающими с местом раскопок, закрытым израильскими властями без объяснения причин. Ливону удалось пробраться туда, замаскировавшись под геодезиста. То, что он обнаружил, было поспешно засыпанным участком, вход залили бетоном, но оставленное снаряжение намекало на то, что что-то отсюда быстро вынесли. По черному рынку артефактов поползли слухи. Говорили, что частный коллекционер из Швейцарии якобы заплатил более 10 миллионов долларов за реликвию, не принадлежащую этой земле. А кто занимался перевозкой этих реликвий? Не только археологи, но и наемники, разведчики и частные подрядчики. Кто-то собирал древние источники энергии, и одно имя всплывало снова и снова – учреждение, которое всегда отрицало свою причастность. Это были не просто слухи. Существовали настоящие документы, вывезенные из секретных архивов Ватикана бывшим монахом, ставшим разоблачителем. Он утверждал, что церковь знала о местонахождении ковчега с XII века, и что несколько пап санкционировали тайные экспедиции по его поиску. Все они потерпели неудачу, но одно письмо, датированное 1592 годом, выделялось среди остальных. Адресованное кардиналу в Иерусалиме, оно описывало «священное пламя под камнем, охраняемое ослепляющим светом». В письме ковчег назывался не мифом, а живой силой, и в нем предупреждалось, что его перемещение может спровоцировать события, неподвластные человеку. Молчание Ватикана было не случайным. Оно было стратегическим. Они знали о силе, скрытой под Святой Землей, и они были не единственными, кто следил за этим. Вскоре появятся загадочные видеозаписи, на которых будет запечатлено нечто, противоречащее науке и вере. Тоннели под Иерусалимом – это лабиринт, частично природный, частично вырезанный за тысячелетия. Группа независимых исследователей, оснащенных приборами ночного видения и тепловизорами, засняла на видео нечто жуткое. Вспышки синего и белого света, возникающие из ниоткуда. Никаких известных источников электричества, никаких тепловых следов, только всплески света, почти как плазма, пульсирующие вдоль стен. Один из мужчин потерял сознание во время съемки, утверждая, что почувствовал, как что-то прошло сквозь него, словно волна статики и холода. Позже ему поставили диагноз – тяжелая нейротравма, несмотря на отсутствие видимых повреждений. Запись была анонимно отправлена Ливону, который подтвердил ее подлинность. Когда видео замедлили и просмотрели покадрово, в одной из вспышек света форма, краткая и едва различимая, напоминающая верхнюю часть ковчега с крылатыми фигурами, искрящимися энергией. А в следующем зале они обнаружили нечто еще более невозможное. Среди самых старых планов Храмовой горы, хранившихся в пыльных ящиках Османского архива в Стамбуле, были нарисованы от руки чертежи внутренней комнаты, которую никогда не раскапывали и официально не признавали. Но один из фрагментов свитков, найденных рядом с ковчегом, описывал ту же самую планировку с пугающей точностью. В нем упоминались комнаты резонанса, предназначенные для того, чтобы сдерживать то, что в свитке называлось «Ха-Коль-Элохим» — «Голос Бога», силу, которую не должны слышать смертные уши. Комната была круглой, облицованной полированным камнем для отражения звука и энергии. По сути, это была библейская клетка Фарадея. Чертежи указывали, что в комнате были механизмы, рычаги и замки, предназначенные для того, чтобы запечатать ковчег, если он когда-либо станет нестабильным. Это было не просто хранилище, это было сдерживание. И согласно свитку, замки выходили из строя. То, что случилось с командой, которая их обнаружила, могло бы напугать даже самого закаленного скептика. Это были профессионалы, 4 археолога и 2 военных сопровождающих. У них был допуск, оборудование и приказ задокументировать комнату, отмеченную на чертежах. Они вошли туда в понедельник, они так и не вышли. Через 2 дня прибыла резервная команда. Они нашли только инструменты, никаких признаков борьбы, никакой крови, никаких следов, только 6 фонариков, аккуратно разложенных по кругу. В центре обожженное пятно на камне, которого раньше не было. Запись с камер наблюдения начала, когда первая команда вошла в комнату. Аудиозаписи, едва различимый шепот на неизвестном языке. Некоторые говорили, что это звучало как арамейский. С тех пор камера остается запечатанной, но позже в доме одного из пропавших археологов нашли записку, написанную за несколько дней до экспедиции. В ней было написано: «Если мы не вернемся, не открывайте ее снова». Но кто-то все-таки открыл.
После исчезновения команды израильское правительство запечатало камеру армированным бетоном, но перед этим предпринята последняя попытка просканировать помещение дальнодействующими акустическими сенсорами. Результаты повергли в холодный ужас. Они зафиксировали низкочастотные вибрации, повторяющиеся паттерны, напоминающие человеческую речь. Эксперты отфильтровали шум и усилили запись. То, что они услышали, были фрагментированные фразы на древнееврейском, которые переводились как «не будите огонь» и «он наблюдает». Некоторые списали это на геологические помехи. Другие считали, что это остаточная энергия, эхо чего-то древнего, чего-то разумного. Свиток предупреждал, что ковчег — это не просто реликвия. Он был стражем, и если он был жив хоть в каком-то смысле, то следующее открытие подтвердило, что он, возможно, не одинок. Документы, найденные в ранее неизвестной пещере Мертвого моря, раскрыли нечто шокирующее. Упоминание не об одном, а о 3 священных сосудах – пламени, свитке и голосе. Ковчег был лишь одной частью триады, и считалось, что все 3 составляли единый божественный механизм. Считалось, что свиток содержит изначальные законы, не скрижали Моисея, а нечто более древнее. Голос. Никто не знал, что это значит, пока глубоко под горой Нева не была найдена реликвия, покрытая концентрическими кругами и символами, совпадающими с теми, что были на основании ковчега. Это было не просто предметом. Это было частью системы, и если ковчег был вновь активирован, намеренно или случайно, другие части могли откликнуться. Со всего мира начали поступать сообщения, огни, вибрации, даже массовые галлюцинации возле других древних мест. И внезапно истинная цена открытия ковчега стала ужасающей или очевидной. В течение веков ковчег был символом, мифом, но теперь было доказано, что он реален и активен. Это изменило правила игры не только для археологов и историков, но и для мировых держав, религиозных институтов и разведывательных агентств. А что, если ковчег вообще не был создан людьми? А что, если его оставило что-то более древнее или внеземное? Свитки говорили о пламени, несущемся на крыльях, и голосах, звучащих из бури, описаниях, которые зловеще напоминают современные свидетельства о неопознанных воздушных явлениях. Если ковчег — это устройство, а не реликвия, для чего он был создан? Некоторые считали, что это было оружие, другие, что это коммуникатор или печать, удерживающая что-то в заперти. Но если бы его активировали не те люди, могли бы быть высвобождены не только секреты. С момента открытия все, кто пытался заговорить, исчезали. Письма Левона были удалены, осведомители исчезли, журналистов отговаривали от расследований. Старший исследователь в Лондоне погиб при загадочных обстоятельствах после публикации теории, связывающей ковчег с гамма-всплесками. Правительства отрицали все, но утекшие документы показали сокращение финансирования, отмену программ и молчаливое сотрудничество между соперничающими странами. Они не спорили о праве собственности. Они боялись того, что может сделать ковчег, и того, кто может прийти за ним. И все же последнее доказательство не удалось скрыть. Появилось последнее видео, тайно вывезенное с запечатанного иерусалимского объекта, показывающее то, что было скрыто в камере под камнем. Видео было коротким, меньше минуты, но оно изменило все. На снимке был изображен ковчег, слабо светящийся и парящий над землей. Вокруг него символы на стенах комнаты мерцали, словно огонь, а в центре комнаты было что-то похожее на разрыв в пространстве. Ни тени, ни отражения. Рябь. Дверной проем, камера тряслась. Раздался громкий гул, а затем экран потемнел. Послание было ясным. Ковчег пробудился. Звала ли она что-то или предупреждала нас, никто не знал. Но одно было несомненно. Ковчег Завета никогда не был утерян. Он ждал.